Привет, с вами Женек. Магнит, Пятерочка, Ашан. Объединяет все эти сетевые магазины одно зло, исчадие ада, отродье сатаны. Чопики. Конечно, я не имею ничего против охранников. Они защищают нас. Но в сетевиках работают не чоповцы, а чопики. Просто с дичайшим синдромом вахтера. И вот как надо их мягко посылать. Сразу говорюсь, что есть и нормальные охранники магазинов, но чопиков все равно очень много. Итак, к вам пристал охранник, мол, сдайте сумочку в место для хранения пакетов. А вы ему в ответ: да пошел ты нахер. Ой, так нельзя. А вы ему в ответ: да не вопрос, давайте составим опись содержимого и составим договор, обязывающий магазин отвечать за пропажу моих вещей. Если охранник скажет, что магазин ответственности не несет, то возникают сразу две мысли. А если у меня в рюкзаке лежит дорогой игровой ноутбук, украдут и что, я буду сам виноват? И второе, по закону магазин ой как несет ответственность. Статья 886 Гражданского кодекса Российской Федерации. А их записочки не могут противоречить закону. На это тоже есть закон. Статья 422 Гражданского кодекса. Но учтите, если у вас все-таки что-то стянут с ячейки, то нужны будут чеки, что вы их покупали, иначе судиться не получится. Если охранник начнет за вами ходить по пятам, так радуйтесь, у вас появился личный секьюрити, ведь вы не воровать в магазин пришли, так что пусть ходит за вами, зато это гарантия, что на выходе до вас не доковыряются. Кстати, некоторые покупатели на просьбу сдать вещи в камеру отвечают: а это не рюкзак, это мой кошелек. Это, конечно, шутники, но есть и более шуточные ответы. Допустим, охраннику можно ответить: а не уверен ли он, что я его специально отвлекаю, пока мои сообщники не обносят магазин? Так, давайте сдвинемся дальше. Вы вышли из магазина, и к вам подходит охранник и просит сверить покупки с чеком или пройти в специальную комнату для обыска. Тут ключевой момент. Он просит, а не требует. Охранник не имеет права вас трогать. Статья 27.3 КоАП, или что-то требовать. Поэтому вы можете ему ответить: найдите пропажу, позвоните в полицию, ищите меня и предъявляйте обвинение с доказательствами, что это я украл, а не ваши сотрудники. И все, можете идти к выходу. Но тут есть исключение. Статья 38 Уголовного кодекса, согласно которой абсолютно любой человек, будь то чопик или просто ваш сосед, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, даже причинив ему увечья. Главное не превысить необходимые меры. Из этого следует, что если чопик реально видит, что вы сунули в карман бутылку и вышли из магазина, то он реально может вас схватить и держать на полу, пока не приедет полиция. Давайте немножко пофилософствуем. А вот представьте, что нет охранников. Ведь начнутся массовые хищения, убытки. А как их компенсировать? Поднимать цены. Если бы не хамство чопиков, то от них, в общем-то, толк есть. Или как-то можно обойтись без них. Есть идеи. А как с охраной магазинов обстоят дела за границей? Вот, допустим, в Израиле чоповец имеет полное право вас обыскать, облапать, как на входе в магазин, так и на выходе. Но это из-за постоянных терактов. А вот в США русские отличились. Там в крупных торговых центрах охраны в залах нет, но все утыкано камерами видеонаблюдения, в которые охранники и наблюдают. И вот что русские придумали. Они специально на виду что-то воруют, чтобы их увидели, а ближе к выходу незаметно эту вещь скидывают. Поверьте, это можно сделать незаметно. На выходе его уже ждет охрана, его хватают, обыскивают, может быть даже бьют, а ворованного-то и нет. После чего мошенники заявляют о моральном ущербе и требуют компенсацию. Немного, баксов 50, обычно прокатывает. Если вы за смекалку русских, то с вас лайк и подписочка на канал. На этом все. Всем удачных шопингов, спасибо и пока.